Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Мы сегодня с вами хотим уделить внимание ванной комнате, поговорить о вашей ванной комнате, поговорить о том, как из-за неправильной вашей ванной могут утекать деньги сквозь пальцы. Казалось бы, как ванная комната, как ваша ванная и может вам нести беды и проблемы, связанные с деньгами. Вы знаете, в нашем мире все взаимосвязано. К сожалению, мы сейчас думаем, что мы живем в современном мире, и те законы, те правила, те традиции, которые передавались из поколения в поколение, нас не касаются. И когда многие люди об этом думают, они ошибаются. Дело в том, что та народная мудрость, которая передавалась из уст в уста, из поколения в поколение, это было не просто так. Возможно, наши предки не умели писать, не умели читать, но у них была прекрасная память, и они смотрели на погоду, они смотрели на тенденции, и также они видели, как происходят те или иные процессы. Хотя, возможно, у наших предков не было электричества, не было никаких коммуникаций, у них не было многоквартирных домов, потому что когда-то не было понятия природного газа и угля. Да, если вы спросите у своих прабабушек, может быть, у кого-то бабушкам или дедушкам есть по 100 лет, спросите, а как же они жили, когда они были маленькие? И вам многие расскажут, что вот того современного, что у нас есть сейчас, этого не было. Но они знали Божьи законы. Они знали, как Вселенная работает, и старались их выполнять. А те, кто не выполнял, через определенное время получал свое. Помните о том, что бумеранг всегда возвращается. Другое дело, что иногда бумеранг возвращается и задерживается над головой человека, чтобы вернуть в тот момент, когда человек этого больше всего не ожидает. И сейчас в нашем мире происходит такая же самая тенденция. Многие думают, что они могут обмануть другого человека. Они могут украсть, потому что думают, что безнаказанность, законы не действуют, как вы видите, уже сейчас в нашем современном мире. И, соответственно, можно делать все, что ты хочешь. Но, вы знаете, приходит вот та точка, от которой начинается идти обратный отсчет. И многие люди не понимают и не знают, а может не хотят, что можно обмануть человека, можно обмануть соседа, родственника, друга, родителей, внуков, но нельзя обмануть Божьи законы. Нельзя обмануть высшие силы и то, что было установлено. Теперь давайте мы все-таки вернемся к нашей ванной комнате. Что же нельзя делать, чтобы деньги не утекали сквозь пальцы? Очень важно, чтобы вы прислушались вот к этим советам, к этим рекомендациям. И если вы видите, что на данном этапе у вас что-то неправильно или что-то не так, возьмите, сделайте для себя листок бумаги и запишите, что вы уже сейчас можете сделать. Мы не говорим о том, что прямо сию секунду вам нужно затеять ремонт и поменять и так далее. Нет, но какие-то детали, изменив уже в ванной, вы тем самым перекроете дорогу нищете и безденежью. Давайте начнем с того, что в ванной комнате у нас с вами много воды. То есть энергия воды преобладает больше всего. Потому что в ванной комнате мы в ванной, например, набираем воду. Мы, как правило, там купаемся, принимаем душ, мы моем руки, умываем каждое утро лицо, моем зубы и так далее. И в ванной комнате предостаточно воды. Как правило, вода, которая утекает по канализации, она уходит с определенным негативом. Когда вы видите грязь на материальном мире, вы должны понимать, что мы видим грязь, но на энергетическом плане это энергия разрушения. Обращаем на это ваше особое внимание. Поэтому, если у вас в ванной комнате полностью зеркальная плитка, обращаем ваше внимание, это не очень хорошо. И очень важно, чтобы вы вот эту такую вот именно зеркальную плитку убрали. Также очень многие в свое время очень любили ставить зеркала на потолке. Это еще одна ошибка, если у вас вот ванная комната состоит из зеркальной плитки. Да, когда-то это было модно, и никто не думал об энергии.
Но именно вот этот момент, именно зеркала, мы не имеем в виду зеркала как зеркала, а именно зеркала на потолке и именно зеркальная плитка. Если вы хотите вот большие зеркала, повесьте на дверь, и это уже будет по-другому работать с вами. Также на достаток в вашем доме влияет и цвет. Старайтесь никогда не оформлять свою ванную комнату, то, что связано с ванной, с туалетом, в черный цвет. Даже если он идет в сочетании с каким-то там роскошным золотым цветом. Если вы обратите внимание на богатых людей, то вы представите себе картинку и вы видите, в каких цветах они, как правило, любят оформлять интерьер. Как правило, это золотой, и это белый, это молочный, это слоновые кости, но никак не черный цвет. Вы должны понимать, что черный цвет осознанно, вы чувствуете это, не чувствуете, он втягивает энергии. И ему без, знаете, это как воронка такая, вот любой черный цвет вообще, да, если есть у вас в ванной какие-то, знаете, вот капельки в черном цвете, там, допустим, все в белом, да, или в каком-то цвете, и буквально только одна плиточка, это не так влияет, когда, например, у вас все в черном цвете, или большая часть плитки в черном цвете. Помните об этом. Конечно же, обращаем также внимание, что вы не стоит использовать в ванной комнате приглушенный красный цвет. Дело в том, что когда вы используете красный цвет и он сочетается, он работает с энергией воды, происходит дисбаланс, происходит конфликт между стихиями, между энергиями. И таким образом вы не можете запустить те или иные определенные процессы в своей жизни. Даже если бывают такие ситуации, люди жили в одной квартире, переехали жить в другую квартиру, например, они ее сняли, и сделан ремонт, вот все в таких, знаете, темных, агрессивных тонах. И у людей начинают происходить какие-то сбои, ошибки на работе, в жизни. Люди не понимают, что вообще происходит, почему именно так происходит. И как только люди меняют квартиру или покупают квартиру и меняют интерьер, то есть меняют цветовую гамму, сразу происходит, знаете, вот такое вот прояснение. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на эти моменты. Также обращаем ваше внимание, в ванной комнате, в туалетной комнате всегда должно быть чисто. Конечно, слово «всегда», наверное, это очень звучит громко и банально. Но вы должны понимать, что именно эти две комнаты, с помощью которых мы очищаемся. В ванной комнате мы с вами очищаемся от негатива с помощью воды, да, мы моем руки, мы моем свое прекрасное тело, мы умываемся каждое утро, мы моем зубы. Обращаю ваше внимание еще раз, что тот негатив, который мы не видим на энергетическом плане, в физическом плане происходит через грязь, через любую пыль, через захламление, через паутину и так далее. Это же касается и туалетной комнаты или туалета. У вас должно быть чисто. Конечно, иногда, если это большая семья, это очень сделать сложно. Но вы должны приучить себя, должны приучить членов семьи, что они должны и обязаны, что если они желают и хотят, чтобы в их жизни было все хорошо, чтобы было в жизни их все прекрасно, они должны понимать, что это вот именно часть квартиры или вашего дома всегда должна быть в чистоте. Кроме того, покупались, постарайтесь после этого убрать максимально влагу, убрать мокрые полотенца, если, например, у вас нету полотенцесушителя. Потому что вот эта влажность, она не только, как вы думаете, создает влажность, как мы все думаем, появляется грибок и так далее. Но на энергетическом плане появляется определенный негатив, который постепенно изо дня в день начинает разрушать вашу жизнь. Поэтому 10 раз подумайте над тем, нужна ли вам такая энергия, которая будет распространяться по дому. Также, если у вас есть возможность, включайте как можно чаще проветривание, включайте вытяжки.
для того, чтобы вот эта часть вашего дома или квартиры, она проветривалась, имела всегда свежесть, чистоту. Это очень важно. Многие почему-то уделяют кухне, столовой, спальне, но не как этой части. Обращаю ваше внимание, что если вы, например, в гостиной вы отдыхаете, смотрите телевизор, читаете книги, играетесь, принимаете гостей, вы получаете моральное удовольствие, то в ванной вы, как правило, как только покупаться и очистить себя, вы не получаете какого-то вот морального удовлетворения. Поэтому очень важно, чтобы вот эта вся грязь, вот весь этот негатив, он всегда убирался. Мы, друзья, надеемся, что вот такие вот простые, казалось бы, банальные советы и рекомендации, если вы будете выполнять, ваша жизнь действительно изменится. Обращайте внимание на эти элементы, потому что многие о них не говорят, а потом у людей возникают определенные проблемы, возникают определенные ситуации. И когда мы начинаем разбирать, то мы видим те или иные моменты, которые вот приводят к определенным плачевным ситуациям. А нам нужно, чтобы в нашем мире, в нашем окружении всегда было изобилие, достаток и благополучие. И мы надеемся, что после таких советов, рекомендаций вы будете использовать все правильно в своей жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Обязательно подписывайтесь, друзья, на наш телеграм-канал, ссылка в описании к этому видео. Ну, а прямо сейчас вы видите на экране два окошка, друзья, два видео. Выбирайте на интуитивном уровне то видео, которое вам больше понравилось. И смотрите, потому что там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами уже в следующем видео.